Представь, что ты покупаешь суперкар. По всем приборам он идеален. Разгон, аэродинамика, электроника. Но, садясь за руль, ты чувствуешь, что тебе скучно. Машина словно стерильная. А потом ты садишься в отреставрированный классический родстер, который рычит, вибрирует и технически проигрывает во всем. Но ты не хочешь из него выходить. У него есть характер. В мире аудио все точно так же. Мы можем построить систему с идеально ровными графиками, которую будет просто неинтересно слушать. Она будет звучать правильно, но мертво. И сегодня мы разберемся, почему техническое совершенство и кайф от звука — это две разные вселенные, которые, тем не менее, пересекаются в нашей голове. Всем привет! Я Алекс. С вами, как всегда, глубокий инсайдерский взгляд на аудио. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Аннабелла. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом выпуске максимально сжата, поэтому слушайте до самого конца, чтобы понять всю картину. А теперь поехали! Алекс, давай честно. Качество звука — это же измеряемая величина. Амплитуда, фаза, коэффициент гармоник. Если приборы говорят, что сигнал чист, значит звук идеален. Или я чего-то не понимаю? Ты описываешь позицию объективистов, и в их мире ты права. Здесь существует жесткий дуализм. High Fidelity — это инженерный подход. Мы измеряем, насколько сигнал на выходе соответствует сигналу на входе. Минимум искажений, максимум точности. Это мир математики. Субъективная оценка — это то, как наш мозг интерпретирует колебания воздуха. И здесь начинаются странности. Какие именно? Например, человек включает ламповый усилитель или винил. Объективист смотрит на замеры и в ужасе. Тут огромный уровень искажений шума. Это технический провал. Но слушатель закрывает глаза и говорит: «Это лучший звук, который я слышал в жизни». Получается, мы платим за красивые ошибки. Именно. И это не самообман. Это центральный двигатель всей индустрии high-end. Мы ищем не просто точность, а эмоциональную вовлеченность. Но чтобы управлять этим процессом, нам пришлось создать целую науку — психоакустику. Но я бы дополнила картину. Немало объективистов полагаются на измерения, не совсем глубоко погружаясь в тонкости. Действительно, графики позволяют точно схватить даже незаметные уху нюансы. Но проблема в том, что даже такая, казалось бы, понятная для всех характеристика, как АЧХ, характеризует систему достаточно упрощенно. Например, она не учитывает изменения гармонических искажений от уровня, а коэффициент нелинейных искажений, AMD, не учитывает изменения гармонических искажений от частоты. Все верно. Чтобы оценить систему, необходимо снять огромное количество графиков и характеристик. Но это еще мелочи. Вот чтобы оценить систему по этим измеренным характеристикам и графикам, нужен недюжинный ум, который сможет проанализировать всю эту информацию в совокупности. Скорее всего, такая задача может быть полноценно решена только с помощью искусственного интеллекта. Окей, теперь давай заглянем под капот. Если мы признаем, что некоторые искажения нам нравятся, то какие именно? Разберем два фундаментальных эффекта. Первый — это роль гармоник. Любой звук состоит из основной частоты и добавочных гармоник. Четные гармоники, особенно вторая, они музыкально кратны основному тону, это октавы. Когда их немного добавляет лампа или трансформатор, мозг воспринимает это как теплоту, объем и мясистость. Нечетные гармоники, они часто звучат диссонансно, создавая металлический или стеклярный привкус, который быстро утомляет слух. То есть ламповый звук — это просто правильное добавление четных гармоник? В упрощенном виде да, но есть еще эффект маскировки. Это вообще база нашего восприятия. Наш слух – очень экономный механизм. Громкий звук маскирует, делает неслышным, более тихий звук на близкой частоте. Это как пытаться услышать шепот рядом с работающим отбойным молотком? Точно.
Причем существует не только частотная, но и временная маскировка. Громкий импульс ослепляет наш слух на несколько миллисекунд до и после самого звука. Инженеры, понимая это, могут проектировать технику так, чтобы акцентировать микродетали, которые обычно тонут в маскировке. Это создает ту самую иллюзию невероятного разрешения и прозрачного воздуха, за которой охотятся аудиофилы. Подожди, а как же кривые равной громкости? Я слышал, что на разной громкости мы слышим звук по-разному. Совершенно верно. Наш слух крайне нелинеен. При снижении уровня звукового давления мы хуже воспринимаем низкие и высокие частоты. Это хорошо описано кривыми равной громкости. Поэтому на малой громкости звук часто кажется более плоским и обедненным. Именно по этой причине инженеры иногда применяют тон-компенсацию, корректировку краев диапазона, чтобы при комфортном уровне прослушивания субъективный тональный баланс сохранялся естественным. Аннабелла, подожди. Некоторые говорят, что неслышимый ультразвук может быть проблемой. Вот, например, при конвертации аудиофайлов в программе AO и Converter есть оптимизированный режим ресэмплинга. Он что, причесывает ультразвук или убирает его? Убирает осознанно и целенаправленно. В оптимизированном режиме ультразвук не сохраняется и не маскируется. Он удаляется из сигнала, фильтруется специально встроенным фильтром. Звучит радикально. Многие скажут, как же так? Это же Hi-Res, там все выше 20 кГц, оно же должно быть как в акустической волне. Тут не все так просто. Ультразвук не участвует в восприятии музыки напрямую, но он вполне участвует в работе тракта. И, как ни странно, это иногда мешает, а не помогает. Мешает в каком смысле? Во-первых, он занимает динамический диапазон усилителя. Усилитель тратит ресурс на то, что мы не слышим. Во-вторых, и это ключевое, ультразвук становится источником интермодуляционных искажений. То есть он начинает переводиться обратно в слышимую область. Именно. В нелинейных элементах тракта ультразвук смешивается с музыкой, смешиваются компоненты ультразвука и порождают побочные продукты уже в слышимом диапазоне. Иногда это может восприниматься как искажение, жесткость, можно ожидать усталости при прослушивании. И оптимизированный режим просто отсекает эту проблему на корню? Да, он удаляет ультразвуковую составляющую еще на этапе конвертации. В результате усилитель работает в более комфортных условиях, а слышимый диапазон остается максимально чистым. Но ведь цифры в спецификациях после этого становятся хуже. На бумаге возможно. Неискушенному в технике человеку это кажется нелогичным. Зато в реальной системе исчезает, скажем так, напряжение, появляется микродинамика, и звук может стать менее утомительным. Мы оптимизируем не файл, а поведение тракта при проигрывании этого файла. Получается, это не про меньше килогерц, а про контроль. Ровно так. Оптимизированный режим – это не компромисс и не упрощение. Это инженерное решение. Оставить только то, что реально работает на качество звука. Хорошая формулировка. Значит, можно сказать так. Ультразвук — это не всегда признак качества, а иногда просто лишняя нагрузка. Именно. И чем честнее мы с этим, тем чище звучит музыка. О самой технологии оптимизации аудиофайлов можно почитать по ссылке в описании. Слушай, если мы все это знаем, почему до сих пор не создали золотой стандарт звука, который нравится всем? Потому что мы упираемся в методологические проблемы. Наука оперирует статистикой, а мы — личности. Проблема усреднения. Исследования описывают среднего слушателя, но его не существует в природе. Твой слух зависит от возраста, музыкального опыта и даже физиологии ушной раковины. Я уже молчу о том, что происходит в мозге. Статистическая значимость. Многие тесты проводятся на малых группах. Мы не можем экстраполировать мнение 10 студентов на все человечество. Дизайн эксперимента и когнитивные искажения – это самое коварное. Если человек знает, что усилитель стоит как квартира в центре города, его мозг физически начнет слышать больше деталей. Это не обман, это работа нейромедиаторов. То есть ценник работает как плацебо? Отчасти. Поэтому в серьезной индустрии так ценятся слепые тесты AVX, где слушатель не видит, что играет. Только так можно отделить реальные акустические свойства от магии бренда. Мы обязаны быть осторожными в выводах.
То, что один называет детальностью, другой может счесть резкостью. Да, и само размещение мест, испытуемых в комнате прослушивания, может сыграть злую шутку, поскольку звук зависит от того, где человек сидит в комнате, и определяется этой комнатой. Получается, идеальный звук — это не тот, где 0 искажений, а тот, где искажения подобраны с умом? В точку. Современный инженер в сегменте high-end — это не просто математик, это отчасти иллюзионист. Он использует глубокие знания психоакустики, чтобы заставить мозг слушателя поверить в реальность исполнения. И это не делает звук хуже, это делает его человечным. Именно. Мы лишь приоткрыли дверь в этот мир. Качество звука гораздо многограннее графиков. Это баланс между физикой сигнала и биологией восприятия. А с вами были Аннабелла и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory. Ставьте лайки, задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по теме ролика в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, если вам было интересно. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.